Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы вместе с Аленой сегодня попытаемся увидеть красивейших китов. Выезжаем из нашего отеля, собрали вещи, но едем мы не в следующий отель, а едем мы на экскурсию. Сегодня мы хотим увидеть китов. За нами уже приехало туристическое агентство. Нам сказали, что мы можем выбрать любую машину, которая у них есть в автопарке. Мы сказали, на ваше усмотрение, и к нам приехали на Блумбу. Поэтому мы сейчас сидим в таком шикарном авто, взяли себе кофеечек, взяли тостики и просто едем как две принцессы. Можно прям так и сказать. Мы приехали в Херманус. Как вы видите, я уже немножко приоделась, чувствую себя как капуста, но оно того стоит, потому что будет сильный ветер на лодке. Сколько нам предстоит? Я думаю, что где-то 2-2,5 часа там побудем. 2-2,5 часа. Так, мне кажется, зря не взял Powerbank. В этой компании мы приобрели билеты, потому что они дополнительно оплачиваются, то есть дополнительные расходы, как и в любой другой экскурсии, которую вы приобретаете в Кейптаун, где всегда есть некий физ, и их необходимо оплачивать. Стоимость нашей лодки с человека это 1200 рендов, что на русские рубли это примерно 6500 рублей. 2-2,5 часа мы будем ездить и искать китов. На самом деле, именно компания, которая предоставляет лодку, она не так важна. Ваш гид, он сам подберет вам компанию и скажет, какая именно едет. Вот сейчас видите, сегодня Departure Times 11 часов, и вот с 11 часов мы будем смотреть на китов. Вы нам рассказывали сейчас различные истории про то, как восстанавливался бизнес после ковида, как это было сложно. Вот сейчас они начали свою работу, и вместе с этой компанией мы приехали смотреть китов. Надеюсь, мы их увидим. Up until 11 o'clock. 1 minute past 11. I'm out. Нам провели небольшой бриф, рассказали немного про китов. И сейчас мы отправляемся на лодку. Лодка двухэтажная, поэтому можно либо снизу сесть, либо сверху. Мы хотим сверху. В целом, как все люди туда и идут. Видим сейчас вдалеке большого кита. Он ластами своими плескается.
если бы они там прыгали, там махали нам своими ластами. Девочки, привет! В общем, не всем 80% могут сказать, что довольны, остальные 20% После нашего путешествия в Кидам раздали снеки, газированную воду. Можно выбирать самим все, что вы хотите. Там была еще просто водичка, различные виды чипсов. Вот, мы возьмем с собой. И сейчас немножко еще посмотрим город Херманус. Мы сейчас приехали на набережную. Здесь также можно остановиться и посмотреть на китов издалека. Что и делают, собственно говоря, все эти люди. Вряд ли, конечно, это будет видно на камере. Вот сейчас там вот вдалеке видим. Видим, как выпрыгивает и ластами плещет. Смотрим издалека на китов и видим, как они своими плавниками разбивают воду. Узнали, почему они у нас сегодня не прыгали, потому что волны, они выпрыгивают из воды только тогда, когда вода спокойная и нет никаких волн. Вам, к сожалению, на камере не видно, но отсюда открывается вид на нескольких китов. Видите, вода плещется. Это вот как раз кит играет в воде, плавает. Здесь минимум 3 или 4 их. Ребята, мы сейчас увидели, как прыгнул кит 2 раза подряд. На камеру этого, конечно же, не видно, но это было очень круто. Помимо того, что здесь можно увидеть китов, здесь также можно еще посмотреть и на пингвинчиков. Ребята, вон там на скале они сидят. Наверное, для вас это маленькие точечки, но мы четко видим пингвинчиков. Thank you so much. Okay, no, thank you One very more much. time. Okay. Ребята, если вы хотите также посмотреть на китов и отправиться в приключения с Луи, то обращайтесь в Cape 360 Tours. Как всегда, контакты оставим в описании под видеороликом. И посмотрите, на какой машине мы сегодня путешествовали. Это очень было круто и комфортно. Мы остались супер довольны, поэтому обязательно обращайтесь. Thank you. Thank you. Так. Мне дотащить, если что, потому что у меня ножка болит немножечко. А он большой взял, а маленький как подушка. Ну что маленький? Ну вообще там в большом лежат и твои вещи тоже, если что. Давай попробуй справиться, не получится. Я тебе помогу. Че, как справляешься? Ребят, если что, не думайте, вещи Алены лежат у меня в чемодане, поэтому не так, что я тут, знаете, без вещей иду, ничего не тащу. У меня тут рюкзак с техникой, ее еще пакет. Хорошо устроилась. Принцесса Алена. Да, вид классный. Это Алена выбирала нам новый гестхаус, в котором мы сейчас поселимся. Выбираем разные части Кейптауна и смотрим, где покрасивее вид. Но вообще он везде прекрасен, потому что это Кейптаун. Кто ко мне в гости пришел? Тамара. Это, знаешь, это как влог. Знаешь, вопросы от влог знаменитостям. Там они проводят по своему дому, и вот им 100 вопросов задают. Так, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про свою комнату. Здравствуйте, проходите в мою комнату. Так, начнем наше путешествие с ванной комнаты. Ну, просто мы заходим, и сразу у нас ванная. Душевая, да. Кабина большая, вообще здоровская. Очень такой все аутентичный, деревянный стульчичок и прекрасный вид на мини-сад, да. На мини-сад. А еще обратите внимание, что когда ты идешь в туалет, ты также можешь провести приятное время за прочтением журнала National Geographic. У нас достаточно просторная комната. Здесь такой
Шкаф очень интересный. Я думаю, что это шкаф под старину сделан, на самом деле он как бы новый, он просто такой стиль, знаешь, больше такой аутентик. Я бы Здесь сказала. очень здорово, здесь очень много разных тумбочек, кроваток, стульев, где мы можем разместить наши вещи. Здоровская поверхность с раковиной и с чайником, всегда можно попить водичку, кофе и так далее. Кстати, еще хочу обратить внимание, что вы также можете строить себе небольшой пикничок на террасе, например, потому что здесь есть вся необходимая посуда, и там же находится сейф. Если вдруг, но здесь очень все безопасно, как нам сказал хозяин, не работает. Так. Тут есть- прикинь. Ого. У нас есть обогреватель, которым нужно уметь пользоваться. И, видимо, ни в коем случае не оставлять его ночью, да? Так, что-то зажигается, но что-то не получается. Телевизор. У нас есть кондиционер, который можно включать еще как обогреватель. Большая двухспальная кровать. Красивый дизайн, картины. Ну и главная фишка, наверное, нашей комнаты, то, что здесь есть терраса. Сейчас не такой красивый вид, потому что... Погода не очень хорошая, но... Так, сейчас будет сюрприз. Город, горы, красота нереальная. Единственное, что сейчас погода не очень. Во второй половине дня туманно стало, очень много облаков, но тем не менее все равно очень красиво. Мы остановились в гестхаусе с очень милым хозяином, который родом из Южной Африки и здесь прожил всю свою жизнь, родился в Кейптауне. И вот этот гестхаус, это его отдушина, он строил его 15 лет, делал таким, каким вы его видите сейчас. Мы находимся в гостиной, которая украшена различными картинами, зеркалами. Здесь можно посидеть, почитать книгу. Здесь про Танзанию. Если вы не были в Танзании, смотрите наши выпуски. Может быть, вы решите поехать именно туда. Здесь зеркало, красивые картины. Кстати, хозяин также сам рисует картину, устраивал этот гестхаус вместе со своей мамой, и он находится в очень безопасном районе. Здесь обычно проходят завтраки, но так как мы сейчас всего лишь вдвоем с Аленой, за завтраки мы отвечаем самостоятельно. Здесь есть большой холодильник, много тарелочек, но у нас есть мини-кухня и в нашей комнате, которую я вам покажу чуть позднее. Сейчас мы в гостиной. Это комната для общего пользования. Вы можете здесь посидеть, поработать. Поднявшись на второй этаж, мы оказываемся в общей гостиной, которая также украшена различными скульптурами, картинами. Также здесь есть еще один холодильник, телевизор. Здесь можно поработать, посидеть у камина. Ну и также здесь открывается просто потрясающий вид. Как вы поняли, друзья, сегодня мы ужинаем в эфиопском ресторане. И смотрите, что здесь необычно, то, что здесь столики выглядят вот таким образом. Даже сначала не понимаю, что это столики, выглядит очень атмосферно. Я даже не поняла, что это столик, правда. Пока я тебе не показала, да? Что Тамара показала, я реально не поняла. Я думала, вот маленький столик, а туда положится еду, я реально не поняла. Классно, да? Да, это реально здорово. Здесь также есть первый этаж, он тоже красиво украшен, но второй он такой, знаете, более теплый, потому что сейчас холодное все-таки время, пошел дождик на улице, там очень комфортно сидеть, но безумно везде красиво. Тебе захотелось побывать после этого рестика? Еще не ели, уже хотим, да? Да, ну просто очень колоритно, реально выглядит очень интересно, прям вот прикольно.
принесли эфиопское вино. Будем пробовать. Honey Ethiopian Wine. Такой сладенькое, знаешь, в чем-то что-то среднее между Медовухой? белым квасом и медовухой. Да, и вином. Вот что-то среднее между Блин, этим. класс. Очень вкусно, кстати говоря. Нам принесли стартеры, которые называются катани, да, что-то типа такого. Да. Это, видимо, какие-то лепешки и... Это шпинат, а это какая-то из каких-то растений, ну, это какая-то травянистая смесь. Вот, а это лепешки рисовые, которые, ну, как бы, отламываешь хлебушек и пробуешь. Ребят, смотрите, у нас здесь 9 основных блюд, которые мы будем пробовать и именно наслаждаться. This is the chicken. Okay. This is the prawns. This is the beef. This is the lamb. This is yellow peas. This is spinach. This is tomato salad. This is the mixed vegetables. Ями! Короче, как нам объяснить? Нам тут принесли что-то похожее на наши блины. Я тебе подумала, что это Тряпочки. полотенчики, да. Что-то похожее на наши блинчики. Видите, такие пористые. Нужно отрывать кусочек небольшой и захватывать еду. Очень похоже на арабскую тему, когда вот ешь руками. Ну, на индийскую тоже в том числе. Вот, я захватила соусом курочку. И все едим, главное, руками. Вкусно. Курочка. Дальше вот здесь вот у нас идет креветочки. Это у нас говядина, лэмп, баранина, да. ну ягненок. Дальше у Это нас типа чечевица. чечевица, да, Это лентил. красная чечевица, это желтая чечевица, томаты, шпинат и какие-то Капустка. овощи. Да, капуста, Картошка. картошечка, морковочка. Класс, класс, класс. Сейчас я тоже буду кушать. Приступаем к чаепитию, точнее к кофеепитию. Нам принесли интересный кофе в маленьком чайничке. Кофе подается с попкорном. И еще, Мне кажется, это и есть попкорн, нет? да, попкорн положили еще на уголек, который сейчас у нас горит. Очень интересно. Просто пахнет, ну как бы, полезно. Ладно, давай попробуем кофе. Я боюсь обжечься просто. Это просто, мне кажется, обычный кофе, крепкий кофе. Друзья, если вам понравился наш сегодняшний день, не забываем и ставим, как обычно, лайки и что? Репосты. Пишем комментарии. Пишем комментарии. Отвечаем мы на любые вопросы. Колокольчик там есть где-нибудь? Да, колокольчик. В общем, ребят, все как обычно, вы сами все знаете, и не нам вас учить. В общем, до новых встреч и встретимся в новом выпуске. Всем пока!